Здорово, я вижу, многим понравился обзор без воды, в котором я рассказываю о Steam Deck в реальной жизни, такая, какая она на самом деле есть. И, кстати, видеоролик будет в описании и в подсказке сверху. И поэтому здесь будет также это обзор на производительность Steam Deck без воды. А пока мы не начали, подпишись на этот канал, потому что благодаря тебе я развиваюсь и делаю эти видеоролики. Благодаря тебе и ради тебя. Спасибо. Микровступление, потому что оно здесь необходимо. Дело в том, что YouTube изобилирует видеороликами, в которых есть производительность. Сколько батарейка, сколько FPS, какие настройки графики и так далее и тому подобное. Но это все плюс-минус нафиг не нужно. Конечно, никто не запрещает тебе смотреть. И в этом видеоролике будут такие тесты, чтобы ты понимал, что к чему. Но в целом производительность Steam Deck легко определить по некоторым показателям. Погнали! Для начала информация для тех, кто только собирается покупать Steam Deck. Вот эта вот зеленая галочка рядом с значком Steam Deck, это галочка, означающая, что игра совместима со Steam Deck полностью. В 99% случаев эта галочка означает, что так оно и есть. А посмотреть статус совместимости своей любимой игры ты можешь по ссылке в описании. Ну а мы быстренько вернемся к трактовке данных символов и перейдем к тестам. Начнем с конца, а именно с перечеркнутого знака. Он означает, что игра с 99,9% вероятностью несовместима или неиграбельна на Steam Deck. Вопросительным знаком обладают игры в раннем доступе, а иногда не только в раннем, но все же. Также важно понимать, что данный знак висит иногда потому, что в эту игру на Steam Deck не играют, как, например, в Sons of the Forest, хотя она очень популярна. Почему это так, ты узнаешь немного дальше. Восклицательный знак — это значит, что игра играбельна, но в ней некоторые проблемы, например, с шрифтом. Часто ты наблюдаешь проблемы, из-за которых восклицательный знак получила Sims 4. Sims 4 вообще изначально игра, созданная для десктопных компьютеров, то есть компьютеров с большим экраном. Естественно, в мобильном режиме у ней будет много проблем. Но все эти проблемы решаются при подключении Sims к монитору и подключении мышки с клавиатурой. Для начала я расскажу тебе, куда смотреть. В левом верхнем углу у нас показывается оверлей. Параметр температуры CPU, который ты видишь выше всего, это параметр, который может сильно повлиять на комфорт игры, а именно CPU находится под экраном справа, и в некоторых играх это может быть некомфортно, потому что если CPU нагрет более чем до 70 градусов, до экрана дотрагиваться неприятно. Также ты можешь увидеть, насколько заряжена батарея и сколько времени игры осталось. Это тоже очень важный показатель для комфорта. По FPS могу сказать от себя, как человек, который смотрит кино в 24 кадра в секунду, я не сильно понимаю всю вот эту погоню за 120 FPS в однопользовательских играх. Поэтому для меня нормальный FPS это 30 и выше. Если он гуляет от 60 до 30 или он ниже 30, это не есть хорошо. Важно заметить, что большинство игр я тестирую в стандартных настройках. И вот в стандартных настройках графики Valheim имеет очень плохую производительность. FPS очень сильно гуляет, вплоть до 20 кадров в секунду, а там уже не играбельная, нагревается она до 80 градусов и живет всего 1,5 часа. Это ненормальный результат, и несмотря на то, что есть галочка, игра находится в раннем доступе, она не играбельная. Да, если настройки сделать пониже, становится играбельно, но мне не нравится играть в Valheim на низких настройках, потому что игра становится некрасивой. А тут смысл в игре в том, что это красиво, это эстетично и это вот все. Судя по тому, что игра получила галочку, не все так думают, ну и хрен с ними. Но мое ненавязчивое мнение заключается в том, что игру просто не оптимизируют. Иногда оптимизация просто не нужна. Если эта игра на Unreal Engine, то со 100% вероятностью у Steam Deck с ней не будут проблемы. Например, Star Wars Fallen Order. 80 градусов
у нас температура процессора, но из-за того, что сенсорный экран не используем, поэтому пофигу. Время работы у нас от 100% зарядки примерно 2 часа. Классические настройки для Unreal Engine, а именно, если ты выставляешь высокие настройки, то у тебя будет 30 кадров в секунду, если средние, низкие, то будет 60 кадров в секунду. Но ты можешь найти какой-то баланс, отключить частицы там тени, и будет 50 кадров в секунду при очень даже хорошем изображении. Но даже от криворуких разработчиков показатели иногда могут быть хорошие. Например, Star Wars Squadrons 70 градусов, что очень даже хорошо. Более чем 2 часа игры от одной зарядки, примерно 2 часа 15 минут. И полные настройки и 60 кадров в секунду. Вообще отлично. А вот Stray здесь неспроста, потому что это детализированная игра с хорошей графикой, и при самых максимальных настройках она может выдать не более чем 1,5 часа. Но если эти настройки снизить, Stray не так уж и сильно пострадает в качестве графики, она все равно останется приличной, но Steam Deck будет работать намного дольше, примерно там 2 часа 20 минут. И ты скажешь, да, логично, потому что чем меньше ресурсов мы потребляем, тем больше мы от одной зарядки живем. Но это не совсем так. Перед тобой Elden Ring, 85 градусов, 1,5-2 часа от режима аккумулятора, и средний FPS равняется 40. Но если ты поменяешь настройки, перезагрузишь игру, то почти что ничего не поменяется. Да, FPS средний вырастет, но в общем игра не проживет более чем 2 часа от одной зарядки. А все потому, что игра оптимизирована через Proton. Proton, по сути, это пакет различных дополнений, обновлений, различных улучшений для игр, которые делает сама Steam или сообщество. То есть Valve понимает, что такое настоящая поддержка, и обеспечивает поддержку различных продуктов, помогая разработчикам. Благодаря библиотекам Proton у старых игр открывается второе дыхание. Например, в Half-Life 2 или в Portal 2 ты без перерыва можешь играть какие-то чудовищные 4 часа без перерыва, 60 кадров в секунду и на полных настройках графики. А графика там очень даже приличная. А Orange Box без скидки, в который входит Half-Life 2 и все его эпизоды, а также Portal и Team Fortress, стоит примерно 1000 рублей, а по скидке так вообще 200. Теперь вы, наверное, понимаете, что я чувствую, когда смотрю на Apple Arcade и все вот эти вот игры, которые есть в App Store. Конечно, здесь еще должен быть Ведьмак 3, который я купил за 299 рублей, который на средних высоких настройках выдает более чем стабильные 30 кадров в секунду. Может быть и больше выдаст, но я не пробовал. Первый и второй Doom, которые я купил по 300 рублей соответственно, и которые работают от одной зарядки более чем 2 часа 30 минут и выдают всегда стабильные 60 кадров в секунду. И это, хочу заметить, самые высокие настройки. Но здесь, как и с другими проектами, как Elden Ring, непонятно, как влияет на время работы батареи. Время батареи не сильно улучшается, если настройка графики сделать похуже. И, конечно же, самое сладенькое я оставил напоследок. Red Dead Redemption 2 – одна из самых красивых игр современности. Стандартными настройками время работы у ней составляет всего 1 час 20 минут. Различными манипуляциями, а также дополнениями и плагинами, аддонами можно добиться небольшого увеличения до 2 часов. И самое странное для меня, что я скажу, что это стоит того. Потому что когда ты можешь, пусть даже и с резеткой, запустить Red Dead Redemption в любом месте, каком ты захочешь, на небольшом 7-дюймовом устройстве, это просто кайф. А на данном этапе ты можешь меня спросить: провальный, а где же тесты с внешним монитором? 8К, 60 кадров в секунду, максимальное разрешение, которое может выводить Steam Deck. Ну, ребят, это портативка, и ждать от нее чего-то вот прям выдающегося в десктопном режиме не стоит. Чтобы ты понимал, мощность Steam Deck равняется примерно PlayStation 4 Slim. Примерно там 5-6% поменьше. Но если ты прям хочешь знать цифру, то знай, что Full HD это примерно на 30% больше, чем HD. И вот примерно такая производительность будет теряться на вывод такого разрешения. А теперь именно пользовательские выводы. Это
выводы того человека, который купил за собственные деньги себе, чтобы играть на нем, и хочет рассказать о всех плюсах и минусах этого устройства. Минус, самый жирный минус, это в том, что тайтлы, именно Red Dead Redemption и так далее, могут выдавать не более 1,5-2 часов. Да, все это лечится с помощью пауэрбэнка и все такое, но в целом, емкость аккумулятора здесь 5,4 тысячи мАч. Хотелось бы немного побольше, 1008 хотя бы, чтобы 8 часов было вообще в самых стрёмных играх, и в самых таких требовательных играх минимум 2 часа. Это было бы более комфортно, но скажу честно, в данный момент вот в Hogwarts Legacy у нас 2,5 часа. 2 часа 20 минут, это вот прям при низких настройках. Я играю на средних настройках и хватает на 1 час 40 минут. И мне достаточно. Достаточно, да, я понимаю, что с таким вот потреблением я аккумулятор Steam Deck через 2 года точно выброшу. А может быть это будет еще и раньше. Но поменять, собственно, его не очень-то и уж сложно. А еще, если ты купишь, в отличие от меня, что я не сделал, Powerbank, который будет питать 45 Вт прям вот сюда, то, естественно, тебе аккумулятора хватит намного дольше. Но, соответственно, это немного неудобно в портативном режиме. Еще я думаю, что Steam Deck разрабатывался с учетом того, что ты не любишь смотреть купленного и хочешь сам пройти старые игры. По настройкам графики, по моим наблюдениям, это в среднем средне-высокие или высокие уровни настроек и 60 кадров в секунду. Но если у меня выпадает возможность поставить 30 кадров в секунду и более высокие настройки графики, я это делаю. Но еще хочется заметить, что самые распространенные движки это там Unity, Unreal Engine, Four Engine и так далее, Rage. Это то, что Steam Deck хавает на раз. И там в основном будешь играть на отличных настройках в 60 кадров в секунду, и при этом батарея не будет выжираться. По температуре здесь все очень просто. Steam Deck устроена так, что ее комфортно использовать даже несмотря на высокие температуры, там 84 градуса, иногда процессор разогревается, ее удобно использовать. Но к экрану прикасаться не особо приятно. Но я не знаю, какие игры там. Цивилизация ты можешь играть, где будет некомфортно взаимодействовать с интерфейсом. Это да. Но вряд ли она в цивилизации будет нагреваться до такой температуры. По Steam Deck у меня еще планируется несколько видео, а именно по аксессуарам и всяким таким приколюшкам про 3D печать. Спасибо, что посмотрел это видео. Я надеюсь, я тебе помог с выбором. Я надеюсь, тебе помог с какими-то твоими вопросами. С тобой был Провальный. Пока.